Доброго здоровья всем пчеловодам, а также тем, кто ими хочет стать или уже стал и в ожидании первого экзамена, который называется зимовка. В этом видео я хочу ответить на все вопросы, касающиеся сборки гнезда, чтобы у вас вообще не осталось вопросов по этой теме. То есть более полно и подробно покажу на вот этом вот учебном улье, который я уже собрал таким образом, чтобы вам все было понятно. Итак, перед нами 10-рамочный улей. В нем собраны рамки, которые будут для нас учебным пособием, чтобы все понять и на все обратить внимание. Существует ли такое понятие, как сборка гнезда? Да, существует, но в последнее время есть споры между пчеловодами, особенно в интернете. Все спорят о том, нужно ли собирать гнездо в зиму. И на моем канале есть несколько видео по этому поводу. Я представлю вам внизу ссылки на те основные из них, которые, стоит посмотреть, потому что за свои годы пчеловодства я использовал разные способы формирования гнезда в зиму. Когда-то формировал, когда-то не формировал. Бывали случаи, когда у меня пчелы сами себя собирают в зиму, и никакая абсолютно помощь им не нужна. От чего же тогда зависит вот эти вот нюансы? Нужно собирать, не нужно? Пусть сами тогда всем этим занимаются. Зачем пчеловоду тратить время? Ответ, друзья мои, всего в двух ключевых факторах. Первый фактор, который мешает пчелам жить, это пчеловод. Да, именно пчеловод, потому что он вносит свои коррективы в жизнь пчелиной колонии. Он приходит, забирает мед, переставляет рамки, добавляет, убирает, и пчелы при этом наводят, как говорят великие теоретики, еще 3 дня порядок и микроклимат в улье после вмешательства пчеловода. Поэтому и бытует мнение, чем меньше лазим, тем лучше пчелам. Поэтому вот этот первый фактор, мы его никуда не денем, потому что и я, и вы являемся пчеловодами, которые здесь постоянно копошатся. Поэтому вопрос как бы такой, может надо, может не надо. И второй фактор, который мешает пчелам жить и вносит свои коррективы, и вот от него очень многое зависит, это окружающие нас условия, окружающая среда, а точнее температура и различные другие показатели. И вот сегодня мы подробно посмотрим, как и что влияет на пчелиную семью. Сборки. Итак, существует ли понятие сборки гнезда в зиму? Да, существует, и классически оно начинается с августа месяца, с сокращения семей, которое на данный момент вы уже, наверное, сделали, но я покажу поэтапно с самого начала, особенно новичкам, чтобы было вообще все понятно. Итак, у нас в данном случае 10-рамочный улей, в котором стоят все 10 рамок. С чего мы начинаем? Мы осматриваем пчелиную семью, достаем абсолютно все рамки для того, чтобы нам оценить количество рамок, которые пчелы обсиживают. То есть первый параметр – это обсиживаемость рамок пчелами. Мы достаем рамку и смотрим. Обсиживают пчелки хорошо эту рамку, здорово. Эти работы проводим в августе, сразу же после того, как откачали мед и уже убрали магазины. Возможно, их обсушили или не обсушили. Короче, у нас есть только гнездовой корпус. Применительно к тем пчеловодам, которые пчеловодят в ульях рута или 8-6 рамочниках, то там все это берите, как бы делится на 2 гнезда, потому что если у вас сильная семья, то вряд ли она будет зимовать в 6-рамочнике, на 6 рамках, скорее всего, ей не хватит. Ну и сильные семьи в рута также зимуют на 2 корпусах. Но это так, отступление. Если вы поймете дальнейшие принципы, правила, то в любом улье и в лежаке, и в корпусном улье вы все это сделаете. Значит, принцип первый. Определяем количество пчел на рамках, обсиживаемость рамок. Определили, например, мы увидели, что у нас пересмотрели рамки и поняли, что примерно 2 рамки у нас лишние. Значит, нам необходимо в улье найти те рамки, которые мы уберем. В первую очередь это темные рамки, в которых нет меда. Мы смотрим, видим, что здесь маловато. Пересматриваем дальше, находим какую-то рамку, которая легкая, легкая рамка. Посмотрите, совершенно нет меда. Здесь только что вышел расплод, может быть, там где-то есть какие-то даже яйца посеянные. Главное, чтобы крупных личинок не было, чтобы не перепортить работу пчел. Смотрим, вот она, смотрите, реально рамка пустая, в ней нет меда. И она уже темная, ее нужно бы перетопить или вот этот поясочек скормить пчелам на следующий сезон. Можно даже вырезать его, кинуть куда-то на сбережение в ведро, а это перетопить. Короче, это уже отдельная тема. Вы берете эту рамку и убираете, потому что она вам уже здесь не нужна. Вы сокращаете гнездо. Дальше вы ищете рамки с расплодом. Как правило, они находятся в центре гнезда, бывают ближе к какой-то стенке, но именно расплод вас интересует. Вы находите рамки с расплодом.
Я сейчас уже дальше буду говорить, как делаю я, чтобы не говорить там, а вот бывает так, бывает так, бывает так. То есть я для себя, для простоты делаю следующим образом. Я не буду вам показывать здесь все рамки, тут они подобраны определенным образом, чтобы вам было понятно. Но мы считаем, что вот на этих 3 рамках у нас есть расплод. Вот это вот 3 рамки расплода в конце августа. Это нормально. Открытый, закрытый, неважно. Вот эти 3 рамки у нас должны быть как можно больше полномедными. Сейчас посмотрим. Значит, как правило, вот эта рамочка у нас, кстати, еще такой лайфхак, если вот эта рамка крайняя здесь и здесь, вот тут пустая, ну, практически там не запечатанная, пчел в улье по-любому мало и нехваточка у них кормов, потому что обычно, если вот именно эта часть внешняя пустая, то пчелы уже подтягивают все в гнездо или вынесли в магазин. То есть нужно смотреть, что здесь. Это первый момент. Второй момент, обязательно нужно смотреть, чтобы в этой рамке не было только лишь одна перга, потому что если вообще только перга, то эта рамка, она не очень будет полезной для пчел во время зимовки. И вот еще одну рамочку глянули. Предположим, она полностью запечатанная, ну, потому что видео же учебное, не нашел я прям совсем полностью запечатанную. Вот, считаем, что полностью запечатанная. Видите, здесь сколько перги. Именно поэтому она здесь, а не в улье. Значит, вот полные рамочки меда, все нормально, все классно. На этой рамке, если пусто или есть мед, тоже оставляем. 3-я рамочка у нас тоже с медом, все прекрасно, оставили. И я еще делаю таким образом. Беру полномедную рамку, которую вот здесь где-то нашел в улье. Вот она, видите, практически полномедная, почти, да. О, хорошая рамочка, правда. Такую можно даже и сейчас пчелкам куда-то подкинуть, у кого мало кормов. Берем эту рамочку, ставим. Что мы получаем в данном случае? 1, 2, 3, 4 рамки кормов. Вот этот запас. Я знаю, что у меня 4 рамки 100% без расплода. Почему? Потому что в них мед. Я подвигаю 3 рамки расплода сюда. Может быть 2, может быть 4. И ставлю кормушку. Кормушку могу использовать такая, которая как раз по 4 рамкам становится на 2 литра или какую-то другую, неважно. В этой части ее ставлю. Пчелы, как правило, заливают эти рамки в первую очередь, потому что ближе нести. Вот эту сторону могут залить. То есть они эти рамки полностью заливают, запечатывают, выпаривают. У нас здесь 100% мед. Мы это знаем и уже их вообще не трогаем. Следующий момент, это нам экономит время. Следующий момент, мы знаем, что у нас здесь есть расплод. Мы придвигаем остальные рамки, если сократили всего лишь на 1 в данном случае. Вот чем мне, например, больше нравятся 12-рамочные улья, тем, что вот я так сократил до 9 рамок, ставлю потом заставную, когда есть 9 рамок. Ну, это заставная, мы ж учебная, все. У меня просто заставных нет, надо делать, а я видео снимаю. Заставная, она по цвету отличается, знаем, что это заставная. И потом, когда у меня 12-рамочный улей, я еще могу рамочку сюда поставить, вот эту, которую убрал. Что я делаю? Я вот так прям могу стамеской по этому меду поводить, могу вилкой распечатать, неважно. Главное нарушить крышечки полностью. И ставлю за заставную. Поставил за заставную, пчелки перетягивают этот мед и забивают пустые места на этих рамках, на каких-то других, или продолжают его использовать для выкармливания расплода. Это на первых этапе. Следующий момент, я смотрю, какая бы там ни была семья, может 12 рамок было или еще что-то, я нахожу опять какую-то рамку, это уже где-то через там, ну может быть 2 недели, уже даже закормил, я нахожу рамку, которая меньше всего потемнее и меньше всего в ней меда. Это может быть рамка очень похожа даже вот на такую, ну, возьмем эту сначала, вот я вытащил ее, убрал, сократил еще на 1 рамку. Сдвинул я эти рамки сюда. Обязательно такие моменты. Сюда за заставную могу ставить рамку, в которой уже есть сироп подлитый, но при этом она стоит за заставной. Что происходит дальше? Вот в этот момент и может происходить самособирание гнезда. То есть вы наливаете сиропа столько в гнездо, что пчелы уже его перестают брать. Но у них где-то вот здесь вот на 2 рамках еще есть расплод. И что получается? Когда вы заливаете сироп, они закладывают вместо расплода этот сироп. И таким образом
сокращают место под засев матки. У вас нет проблем с поздним расплодом. В сентябре они это все дело подзаливают. И вот с этой рамки тот сироп, который успел попасть, и также остатки меда какого-то, все, что здесь есть, они все это перетягивают. И с похолоданием на улице, особенно если у вас сетчатое дно, вы вытягиваете вкладыш, они отсюда все переносят в гнездо и заливают вот эти вот рамочки. Получается такая картина, что рамка внутри гнезда, та, которая была с расплодом, выглядит уже вот таким вот образом. Обратите внимание, специально эту рамочку подобрал. Вот здесь они еще расплод продолжают там как-то обогревать, подсеивать. Последний такой, да, небольшие уже такие. Вот такие вот, как ладонь пятна. А вот здесь они уже, посмотрите, блестит на камеру, видите, здесь уже сироп, они его заливают. И по мере выхода расплода подливают. И когда пчеловод думает, ой-ой-ой, там дядя Вася вот с такой бородой до самых колен, и у него еще, говорит, 150 семей за всю жизнь было, он точно знает, что делать. Надо брать и лезть в гнездо, чтобы убрать рамки с расплодом. Лезет, а рамки залиты, и расплода там вообще нет. И пчелы уже сели, и матка там села, все, там уже клуб сформировался, там все шикарно. И думают, тю, вот дядя Вася гонит, зачем их трогать? Они сами все сделали, умные пчелы у меня, оказывается, а дядя Ваня с бородой что-то не то рассказывает. Значит, в какой ситуации такое происходит? Когда у нас хороший температурный режим, благоприятный. Это где-то 12 градусов тепла за бортом, и пчелы не летают. То есть они не приносят пыльцу, не стимулируется яйцекладка. 12 градусов днем и похолодания ночные с открытым дном хорошо вентилируют гнездо, и это позволяет снизить температуру в улье. Однозначно яйцекладка падает, но такие дневные температуры позволяют пчелам активно переносить, готовиться к зиме. Пошел сигнал, ага, холодает, какой там нафиг расплод, надо срочно корма, все, что есть, лишнее, все сюда перетягивать, забивать, заливать. И в таком случае все происходит шикарно, лезть сюда не нужно. Особенно маленькая ремарка, вставка очень важная. Если семья сильная, вот даже так, как здесь, 2, 4, 6, 8 рамок, это уже сильная семья. Ничего им не надо, никакие там рамки доставать, то есть самособирание гнезда тут обеспечено. Если вы вот эти 4 рамки почти там полномедные поставили, да еще бахнули туда им сиропчика, они это все здесь позаливали, будьте уверены, там уже нет места, можно не тревожить пчел. Если семья слабая, и вы видите, что как-то они поджались, и уже вот эта рамочка лишняя, еще какая-то лишняя, обязательно нужно вторым этапом, это уже сентябрь месяц, еще сократить семью. Посмотреть, какие рамки, возможно, тут у вас была с большим количеством перги, достать, сохранить ее до весны. А остальные рамки посмотреть, где больше именно сиропчика, если докармливали сиропом. У меня были года, когда я и медовой сытой докармливал, чисто на меду зимовали. Как бы это другие темы, это не принципиально. Вопрос именно в свободном пространстве. Сборка гнезда предопределяет не только сокращение гнезда, не только пополнение кормами, но и самая главная наша задача – не оставить в центре пустые рамки. Я вам сейчас дальше покажу, какие рамки обязательно нужно убирать и почему это делать. Вот мы подошли к этому этапу, значит, следующий этап – это плохая погода. В этом году была ужасная погода у меня. Весь сентябрь, даже вот у меня сегодня 13 октября, так и не потеплело, пчелки немножечко полетали вчера, но полноценного облета не было. И получается ситуация следующая. Пчелы при таких низких температурах уже не могут брать мед из-за заставных. Он там и холодный, и не двигаются они так активно. То есть переноса отсюда нет. Расплод здесь был, а поступления сюда нет. И кормить поздно, потому что все, что вы закормили, допустим, тут было 2 печатки расплода, заливать уже некуда, не берут, все, не берут. Ваша задача какая? Обязательно проконтролировать, когда выйдет расплод, заполнят ли они то место кормами. Но если холодно, то, конечно, не заполнят. И теперь мы переходим к следующему этапу. Я даже показывал вам, что вот эти рамки нужно убирать, если холодно, убирать, чтобы пчелы здесь не находились. И сразу еще один момент вам говорю из практики. Вчера пересматривал, успел за 2 часа, пока было тепло, 20 семей пересмотреть. Значит, в одной семье была такая картина. Стоит заставная, и за ней 3 рамки. И все пчелы вместе с маткой на этих 3
трех рамок. Не знаю, что произошло. Может, я, когда смотрел, матка упала, и, короче, матка оказалась за заставной. Она через заставную в гнездо не пошла. На каждой из этих там 8-9 рамок по жмени пчел сидят маленькими такими пятаками, там, где был расплод, они там с сиропом что-то колдуют, пытаются его запечатать. Вот. А вся масса пчелы здесь на трех рамках. Две из них пустые, одна полномедная, и пытаются сюда подтягивать, то есть они там, видно, уже напрыск пошел этого сиропа, они пытаются сюда зиму перетянуть, матка-то там. И получается ситуация следующая, что эти рамки я взял, стряхнул все в гнездо и убрал, потому что, ну, аварийная же ситуация, поэтому пересматривать нужно обязательно, проконтролировать, что все прошло правильно. Значит, следующий этап у нас такой, когда мы уже знаем, что у нас непогода, холодно, нестандартно. Мы им корма дали, но расплод был. Нам необходимо убедиться в том, что все у них нормально. Обычно я делаю так, когда у меня эти 4 рамки 100% с кормами, я знаю, что пошла 5-я, 6-я, возможно 7-я с расплодом, то есть мне нужно вот эти рамки пересмотреть. Я подхожу к семье, температура должна быть не ниже 13 градусов, желательно 15, но 15 то пчелы вообще там летать будут, ну неважно, все уже видно. Значит, что я делаю? Я отодвигаю заставную, здесь покажу технологию, как работать с уже такими пчелками вяленькими. Но почему 13? 13 все пчелы, которые отвалились на низ, на дно, они будут туда падать, они смогут назад подняться по рамкам. У них в гнезде там нормальная температура для этого будет. Следующий этап. Я беру стамесочкой, вот так вот рамочки аккуратно отодвигаю. Почему аккуратно? Потому что если уже прополис поприлипал, то вот эти тыц-тыц могут создать вибрации, лишние пчелы только попадают. Вот так вот перемещаю, освобождая 5-ю рамку. Показываю, именно до нее добираемся. Вот она, 5-я рамка. Когда я ее вот так отщелкнул, я освободил здесь пространство, чтобы часть пчел сидела на этой рамке. И здесь освободил. И аккуратно я достаю эту рамку, которая у меня должна была быть тогда с расплодом. И смотрю, что на ней. На ней, как правило, бывает матка. Тоже нужно очень аккуратно эту рамку доставать. И вот смотрите, какая ситуация. Эта рамка у меня оказывается уже расплода чуть-чуть. Это вот я вчера выдернул и специально не извлекал. Сегодня извлеку обязательно. И мы видим, что здесь вокруг уже есть, в принципе, сироп. То есть на такой рамке уже бы семья прекрасно сидела, потому что здесь сиропчика они, ну, до верха, да, не добили и не запечатали, но на такой рамке могут сидеть. Многие называют это зацепом. То есть пчелы удобно сидят на вот таких вот ячейках и на таких, но на таких хуже, конечно. Зацепиться плохо получается. И тут они могут соты внутри прогревать. Но это как бы отдельная тема. Значит, вот здесь меда нет, видите, вот это недостаток, что они быстрее пойдут быстрее к задней стенке. То есть если у вас в этих двух рамках посередине будет ситуация такая или еще меньше меда, у вас центральная часть клуба либо может сместиться в какую-то из сторон, там где больше кормов, либо она просто может у вас быстрее дойти до верха вот сюда и к задней стенке, и вам придется их раньше кормить. Потому что в центральных улочках, как правило, пчел больше, но если клуб правильно центрирован. Значит, такую рамку достали, если вы сокращали семью, как раз с учетом этих двух рамок, у вас вот здесь вот будет меньше пчел однозначно. Вы посмотрели, да, рамка такая не ахти, берете ее, аккуратно стряхнули, желательно на рамке, не в дно, а больше как бы на рамке, чтобы у вас пошло. Следующий момент, вы убираете эту рамку, убираете куда-то в ящик, чтобы не вызвать воровства, если пчелки летают, и смотрите следующую рамку. Вот эту рамочку вам необходимо обязательно также проконтролировать, что с ней, потому что в этой рамке может быть больше расплода, матка может и сюда перешла, еще работает. У меня недавно, вот буквально вчера, комментатор спросил, а что делает расплод в октябре в улье? Я сказал, что передал информацию тем пчелам, которые на литке, они развели крылышками от незнания и сказали, что спросят у всех пчел на рамках и у матки, почему есть расплод в октябре. Вот как они дадут ответ, я обязательно ответ напишу. Ситуация очень простая. Погода туда-сюда гуляет. У нас не Сибирь и не Алтай, подчеркиваю еще раз, это центральная Украина, Хмельницкая область. У нас температуры, это осень холодная. А вообще до октября месяца еще пчелы полноценно себя чувствуют, и в ноябре бывает такой крайний к сезону облет, когда уже облетываются молодые пчелы. Значит, вот здесь мы видим та же самая картина, и рамка темная, и вот здесь вот у нас меда вообще нет. Здесь немного, ну не немного, нормально, сироп. Но
но не запечатанный, как бы мед, не те запасы. И рамка, да, тоже не ахти. Берем вот эти, придвигаем сюда, полномедные, мы чувствуем по весу, что это то, что нам нужно, полномедные рамки. Придвигаем их сюда. Если же не полномедные, берем из запасов от другой семьи, может вы какую-то слабую собираете. Опять же, можно даже рамку вот так поставить, стряхнуть такими, не вот такими вот движениями, а так трухнули вибрациями, чтобы пчелки максимально упали сюда. Остальные, они взлетят, полетят, то есть температура должна быть такая, чтобы пчелы могли еще вернуться. Вот. Следующий этап, какой мы делаем, эти рамки мы убрали, потому что на них, вы видите, я вам показал, это я вчера делал то же самое. Вот это вот непонятно что. А не расплод, яиц нет, то есть осталось 3 пчелы, но нет кормов. Кормов нет по причине того, что ни пчеловод нерадивый, а не смогли они запасами из-за заставных, у меня там по 2, по 3 рамки стояло, не смогли этими запасами взять и обеспечить заливание центральной части гнезда. Вот, собственно говоря, уже можно сказать, что мы гнездо собрали. Но есть еще один нюанс. Значит, смотрим конкретно реально. 1, 2, 3, 4, 5, 6 рамок. Да? Ну, может быть, у вас там будет 7 рамок. Видим, что относительно литка у нас как бы так рамки смещены в одну сторону. Есть пчеловоды, которые экономят заставные и располагают именно вот таким образом. Я вам скажу, ну, по опыту и вообще пришел к такому мнению, что и сама вентиляция лучше, и пчелы зимуют лучше, меньше уходят куда-то клубом в сторону, когда мы формируем правильно. Значит, мы еще можем сделать таким образом, если погода не совсем прям уж холодно, действительно вы это делаете в нормальное время, ставим вот так заставную, перемещаем все рамки к этой части аккуратно. Все это делаем аккуратно, аккуратнее, чем я сейчас это делаю. Вот таким образом поставили. И рядышком, вот здесь, в этой части, ставим еще одну заставную. Все, поставили заставные. У нас здесь есть продыхи для вентиляции. Кто пользуется холстиком, можно холстиком слабые, особенно семьи, 4 рамки, вот так вот накрыть туда, чтобы они холстиком были прикрыты, им там так будет лучше, теплее. И все, и пчелы готовы зимовать. Если у вас рамок большее количество, чем 6 рамок, и улей вот такой десятка, то, конечно же, тогда вы можете оставить и так. У вас стенка будет как заставная, по сути дела, она теплая. Особенно в ППУ можно так оставлять. Почему в дереве нежелательно? Когда по морозам промерзает дерево, когда есть вот эта вот температура конденсирования, пчел здесь мало, а конденсат он обычно бывает по углам в любом случае. И даже когда вы заглядываете или заглядывали бы в улье зимой, то вот эта часть внутренняя внизу, улья, она прям в инии. И там всегда есть повышенная влажность, когда этот иней оттаивает по потеплению, то стенка становится там мокрой, деревянная. И получается, что эта влага способствует появлению плесени на медоперговой рамке, на которой пчелок мало, или они уже ушли от передней стенки, а там может заплесневеть. Поэтому с такими продыхами, как я показал, это правильный вариант. А там уже смотрите сами. Значит, ну и я же говорю, что у нас может быть ситуация вот такая. То есть уже там 7 рамок. Вот так нормально. Так будут хорошо сидеть. То есть, в принципе, они расположились нормально. Для деревянного тоже нежелательно. Даже если у вас в 10-рамочном будет 7 рамок, все равно лучше вот именно поставить по центру. Клуб будет лучше сидеть. Проветривание через литки, вентиляция идет. Пчелы лучше ориентируются именно таким образом. Кроме того, я показывал когда-то видео, я его оставляю, вы там посмотрите, что я вот к этим двум, вот к этой стороне оставлял рамки с расплодом. Ну, типа, чтобы не беспокоить вот здесь вот пчел. Я уже делал опровержение на то видео. Ну, как бы сам себе говорю, да, оно, конечно, удобно, но есть нюанс. Здесь расплод, здесь матка. И клуб, он собирается вот в этой части. И когда вы хотите уже дернуть эти 2 рамки, то же самое. Вы их вот сюда стряхиваете и убираете, но зачастую по своей инстинктивным особенностям пчелы сюда подтягивают корма и так далее, и так далее. Короче говоря, забираете и рамки с сиропом, они его вот отсюда могут забрать, если не запечатали. И матка здесь, и пчелы здесь. Нехорошо. Лучше даже из центра забрать, чем вот так. Но такой способ тоже действенный. Я в этом году из тех семей, которые вчера просмотрел, сделал так. Одна семья у меня еще с 2 рамками расплода осталась. Это кошмар. Она нагнала столько, что я не мог их забрать. Там много расплода. Думаю, ну еще должны облететься. Вот. Одна семья с 2 рамками расплода. И я пометил, у меня
с 5-й начинается, я записал 5-я, 6-я рамка расплод. Убрать, контроль, ахтунг, ахтунг, внимание, внимание. Вот. И одна семья, очень сильная семья, то же самое. Я не стал морочиться, чтобы потом там их, пчел очень много. Я взял тоже 2 рамки с расплодом, поставил на край. Я знаю, что они их тут обогреют, все с ними будет с расплодом нормально. Я потом уберу. То есть способами пользуюсь разными. Но правильная классика, она зависит от конкретных ваших условий. То есть я показал реально, что в принципе самое главное у нас это наличие кормов в этих вот центральных рамках. Если здесь будет вот такая ситуация, как я показал по рамкам, плюс еще какой-то непонятный расплод, который, кстати, в слабых семьях, я вам так скажу, сильная семья, не о чем говорить. Там они все сделают нормально. И даже если у них вот здесь будет полрамки пустых, они настолько сильная семья, там прекрасно себя чувствуют, что все у них будет шикарно, они перетянут откуда хотят, там такие движения идут, когда колония большая, у нее никогда никаких проблем в зимовке не бывает. Разве что они потом еще теплой зимой закинут сюда расплод и могут бахнуть туда корма. Ну, это тоже исключение из правил. Не все так породы делают, не все так матки делают. Значит, если семья слабовата, это 5 рамок и меньше, 5-4 рамки, если вдруг вы такую оставляете, то вот эти вещи очень важно за ними смотреть, потому что вот такой расплод у слабой семьи может остаться даже недогретым, застывшим, даже в центре гнезда. И это может спровоцировать большие проблемы по дисбактериозу, гнильцам и расплода и всему прочему. Поэтому, друзья, смотрите за этим внимательно. При недостатке кормов есть еще такой лайфхак, когда вы смотрите уже не закармливать, ни рамок никаких. Ну вот так как-то получилось. Значит, что делаете? У вас есть рамка вот с таким медовым языком. Вы берете ее, а тут, скажем, вот так до половины сироп, там, а тут немножко как бы, маловато, да, у вас кормов. Вы берете ее медовым языком, переворачиваете эту рамку. В центре гнезда у вас еще одна вот такая стоит. Вы ставите медом сюда, улочка к улочке, через одну рамку. И потом опять к этой пустой ставите медовым языком, разворачиваете, ставите таким образом. И суть такая, что в этой улочке у вас получается в самой рамке вот так нет меда, но в этих рамках он есть. И за счет этих рамок пчелы кормятся здесь. А потом, когда они сюда доходят, ситуация обратная. Тут есть мед, здесь его нет. И они продолжают тогда отсюда брать. Но этот момент нужно запомнить, чтобы вы не ждали, пока они до задней стенки дойдут. А как уже вот здесь они оказались, на 2/3 за центром, то все, уже нужно им обязательно давать подкормку. А если вы сделаете вот так, как я вам показал, уберете рамки с небольшой пустотой и сделаете вот так, как я говорю, что все рамки 100% залиты, запечатаны, даже больше залиты и запечатаны, чем вот это. У меня эти рамки, которые в ульях, они вот так вот полностью, все абсолютно залито, запечатано, сидят на меду. Если таким образом сделаете, то в ульи можно вообще не заглядывать, потому что они сядут у передней стенки, будут очень медленно двигаться, и многие мои семьи до Нового года даже вот сюда не доходят, сидят еще в этой передней части, потому что пчелы обеспечены кормами. И это спокойная зимовка без каких-то проблем. Значит, я думаю, что в этом видео не только вам рассказал непосредственно принципы сборки гнезда, не только показал, что конкретно нужно сделать и обратить внимание, но думаю, что и частные случаи с какими-то советами тоже затронул. И тем, кто ничего не знал или знал, но путался, это видео станет реально полезным и разрешит, даст ответы на многие вопросы, разрешит какие-то ваши проблемы. Кроме того, если из опытных есть кто-то, кто досмотрел до конца, не знаю, опытные почему-то тоже смотрят мои видео, наверное, потому что опытные не всегда те, у кого 150 семей, а на весну минус 30. Если есть люди, которые зимуют успешно и есть какой-то свой подход к формированию гнезда, напишите, пожалуйста, в комментариях свои способы, как делаете вы. Потому что есть очень много полезных комментариев, вот как в последнем моем видео там написали, что по маткам 2 матки в улье и так, и так, и так. То есть ваши комментарии, они раскрывают и мой кругозор, и помогают тем, кто смотрит эти видео и читает комментарии. Поэтому я воспринимаю комментарии не ради комментариев, а как дополнение к тому, что сказано в видео. Буду вам очень благодарен. Ну и, конечно же, буду благодарен за благодарности. Спасибо большое всем, кто смотрит, кто подписывается, кому полезно. Ставьте лайки, можете даже поддержать канал донатом. Это все на ваше усмотрение. Буду рад любой обратной информации. Всем спасибо за внимание, всем мира, здоровья и успешной зимовки.